Ну что, мои прекрасные, неоднозначную тему расклада сегодня я для вас подбираю, но я думаю, что колода драконья нам в помощь. Она достаточно мощная, она очень мощно показывает процессы, которые происходят. Итак, почему мы чувствуем себя беззащитными, да, перед жизнью? Отличная тема на праздники новогодние, но напоминаю, что расклад актуален на то время, когда вы будете это смотреть. Потому что рано или поздно мы все равно с этим сталкиваемся. Есть ощущение, что как бы мы там что-то не прогнозировали, да, ситуации, которые встречаются в нашей жизни, просто буквально выбивают нас из колеи. И сегодняшний расклад поможет вам показать ваши, наверное, сценарии, да, как так получается, на что обратить внимание, может быть, как отрастить опоры на себя. Вот. Потоковый, наверное, я вам сделаю все-таки расклад, потому что я его не прописала, но, знаете, в качестве спойлера я редко вообще прописываю скрипты раскладов, я работаю в потоке, от меня там ребята второго спрашивают, Ань, а как ты выстраиваешь тот или иной расклад? Я говорю, я не знаю, спросите что-нибудь полегче. Ладно, дайте смотреть уже. Так, беззащитный перед жизнью. Такое, знаете, я понимаю, что это даже прям непроходное же вообще, да, название. Но опять же, я же очень хочу, чтобы год дракона был кармический. И, соответственно, вот если вы со мной, то вам повезет. Вот если вы понимаете, о чем как бы я говорю, то вам сильно будет проще, правда, в 2004, уже, да, в этом году, потому что все-таки мы с вами на протяжении долгого времени формируем хорошую карму, правда? Ну и смотрим, собственно, давайте так, ваши представления о жизни, а что по факту происходит. Все, знаете, все о том, чтобы выйти из иллюзий, потому что дракон будет мощно подсвечивать сейчас. Да, если это сила проявленная, то отлично. Не проявленная, значит, будет думать, как ее проявлять. Первый камень, белый, такой, знаете, бело-нежно-зеленый, бело-голубой. Второй зеленый и, собственно, третий синий. Камни ничем не заряжены, это просто декоративные эти стеклянные звезды, которые я использовала, чтобы там делать какие-то украшения новогодние, крафтовые для себя. Вот, поэтому они не несут смысловой нагрузки, просто красивенькие. В инфобоксе время начала вашего видео. Итак, почему же вы чувствуете себя уязвимыми, незащищенными перед жизнью? Да? Что же мы, куда мы не смотрим? Что же с этим делать? Какой же совет взять у дракона? Напоминаю, что колода мощная, не всем зайдет. Кого-то даже тошнить может от змеиных энергий. Да. Ну что, единички, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Вот если бы вы хотели поговорить вот со своей жизнью, да, о чем был бы ваш диалог? Или монолог, может быть, да? Есть претензии по отношению к жизни? Туз чаш, девятка мечей. Но у меня вот ощущение все-таки, давайте так, жизнь, мир, там вот эта проявленность, то есть вы сами для себя определите, да, что вам ближе в понимании. Но здесь, наверное, опять про то, что мы боимся очень не оправдать ожидания, а если мы боимся не оправдать ожидания, то мы боимся получить наказание. Потому что здесь на самом деле, правда, есть такое понятие, как зависимость, да, зависимость от выполнения чужих законов, да, от определенных скриптов, от канонов, может быть. Мы потому что свято верим в кармические законы, мы все это соблюдаем, соответственно, да, потому что мы правда боимся наказания, да, если мы, что-то будем, опять же, делать не так.
И я хочу сказать, что здесь, наверное, такой момент, что в первую очередь мы себя наказываем деньгами. Наказываем деньгами. И здесь вот такая ситуация, что сложно нам помирить материальное и духовное. Обратите внимание, да? Чего же мы боимся? Вот смотрите, у нас туз чаш, да, туз пентакли, а у нас это как-то вот прям все не мэчится. У нас мы не в коннекте, то есть наше тело с нашей душой не в коннекте. То есть у нас тело... Подождите, сейчас я посмотрю. Это какой-то момент выживания очень яркий идет, понимаете? Очень яркий момент выживания. И здесь это точно ваш расклад, вот единички, потому что если вас действительно зацепила фраза, да, как, собственно, почему я чувствую себя беззащитной перед жизнью, потому что здесь, скорее всего, не отстроенная опора, может быть, даже еще материальная. Сейчас я буду смотреть. Вам же что-то страшно, понимаете, либо страшно менять, либо страшно, что что-то случится. И вот как раз две сферы, в которых вы чувствуете себя беззащитными, это любовь и страх, либо потерять отношения, либо чтобы они не случились, да, и деньги. Ну, ладно, давайте смотреть. Нам тут более чем все четко показывают, и мы понимаем. Страшно потерять, да, страшно, что уйдет, страшно, что отберу, страшно, что я не могу удержать. Вот, скорее всего, фраза «ничто не вечно под луной», правда, может вас подбешивать, да, потому что хочется, чтобы что-то было вечно. Если хорошее, хочется это, естественно, удержать. Итак, что у нас с вами в взаимоотношениях сейчас происходит? Где уязвимость? Угу. Страшно потерять, страшно говорить про свое счастье. Кстати, может быть, потому что вот оно уходит, да, нам страшно потерять. Может быть, мы сейчас действительно живем в немножко воспоминаниях в состоянии о былом счастье, да, о том, что либо уже все закончилось, либо мы боимся, что все закончится, да. А по деньгам что? А по деньгам что? Так, понятно. Опять же, смотрите, какая интересная штука. Вот о чем первый расклад? Про то, что, давайте так, по чесноку. Почему я чувствую себя беззащитной перед жизнью? Потому что нет ощущения доверия, да и в принципе это краеугольная история абсолютно по всем трем позициям, да. Но это именно про то, что по сфере денег у нас выживание, да. У нас нет ощущения стабильности, у нас нет ощущения, что, например, к примеру, да, там есть определенное предназначение, следуя которому, то есть я, значит, от мира буду получать эквивалент денег. То есть такой истории нет. А что касается любви, поскольку мы не понимаем, что она рождается внутри, мы как будто не можем внешние проявления любви удерживать, да? Либо нас бросают, либо мы бросаем, разочаровываемся. То есть вот какой-то момент, что нам бы хотелось, конечно, застолбиться в какой-то стабильности, а по сути нам жизнь этой стабильности не дает. Нам жизнь дает ощущение путешествия, да, как бы быть вот этим пилигримом. И, наверное, ваш урок, да, чтобы там, достойно принимать вот эти вызовы от жизни, ни к чему не привязываться, да, то есть вот эта вся история, что все пройдет, да, все пройдет и это, да, а все пройдет там. Пройдет и это, короче, как-то так, да, вам это страшно, и потому что вы слишком материалисты, вам нужно все это удержать, что это неплохо, не хорошо, это просто констатация факта, да, я смотрю со стороны и объясняю, почему вы чувствуете себя беззащитными перед жизнью, потому что хотелось бы контролировать, но контролировать не получается, да. Здесь как бы состояние контроля мы не уйдем. Но наш ум, он же еще беспокойный, и он постоянно выдает нам информацию, да, держись, а то потеряешь, держись, а то потеряешь. И это говорит о том, что мы, например, не берем шансы от жизни, которые связаны с нашим расширением в материи, потому что мы слишком удерживаем старое, да. Нам слишком сложно идти в новое, потому что мы заложники предыдущего опыта. Или там, например, мы не разводимся, потому что нам кажется, что лучше я уже ничего не найду. Там возраст или там, допустим, я финансово завишу или еще как-то. Такая история может быть, да. Потому что, понятно, что опоры на себя мы не отрастили. Давайте смотреть, что с нашими личными опорами, на что мы опираемся сейчас. На что опираемся сейчас. Потому что, по сути, что нам дает, да, хотя бы какую-то уверенность все же. Защиту какую-то, да, что дает вообще? Наличие опор, наверное, на себя. Отрастили что-нибудь?
На что мы сейчас опираемся по королю мечей? Да на интеллект, наверное, свой, да? Но есть ощущение, что не всегда это помогает, да? Потому что нам же почему-то кажется, что мы такие классные, мы такие умные, мы все можем контролировать, да? Но есть пути, которые не прописаны на карте. И для того, чтобы мы не шли там по одной дороге, там, допустим, не катились по одним определенным рельсам, нам дает прочувствовать другие запахи, другие стратегии, да? Другую еду, опять же, нам дают выбор, да? А выбор, к которому мы не готовы, потому что мы не знаем, как там. Мы там, в общем, не были. Это нам дают ключ, получается, от двери. Может быть, если вы проживали, опять же, там, младшие арканы, то помните медитацию, короля мечей, он дает ключи. Да, и все. И ключи-то у тебя есть, да, а жизнь уже не прежняя. Вот эта башня, она рушит представление, собственно, о тебе и о жизни. Ну, рушит она представление, да, что-то новое случается. То есть то старое, которое у тебя вот это нагромождено уже, сундуки, там, все, пора от этого избавляться, да, и как бы идти в новое, да. Просто посмотри, по 4 пентаклей, как бы неплохая карта, семейная и прочее, да, но она тебя ограничивает. Она ограничивает тебя конкретно твоей семьей, ограничивает убеждениями твоими, ограничивает рабочими уставами, то есть это карта ограничений. То есть мы, пока предпочитаем, да, пребывать в этих ограничениях, в том числе еще и ограничивать себя деньгами определенными. То есть вы сейчас мне скажете: да я с удовольствием жила бы по-другому, если бы было больше денег, или если бы была бы семья, да, потому что здесь у нас семья и деньги накладывают определенные ограничения, то есть мы сами закрываем вот эти двери, и пока эти двери для нас не откроются в той полной мере, в какой мы хотим, да, мы как будто себе эти дороги прям не разрешаем и не позволяем. Совет давайте я вам возьму все-таки, как принимать вызовы от жизни, да, почему вы чувствуете себя беззащитными. Хотя, честно говоря, вообще не понимаю по первому варианту, почему вы чувствуете себя беззащитными. У вас просто, не знаю, несколько дверей открывается. Не все, конечно, которые вы хотели бы, но, в принципе, если направить вашу энергию на материалку, короче, на семью, на вот это прям заземление все, да, оно случится, понимаете? Просто, скорее всего, вы это пока ищете со стороны, да, а надо просто, чтобы вы дали это себе сами. Хочется делегировать, может быть, некому пока, да, хочется делегировать. А пока мы это пытаемся мифическому кому-то делегировать, не получается, да, тем самым мы как будто сами себе крылья отрываем. Это должен делать муж, это должна делать жена. Вот когда у меня там дети подрастут, то я, да, то есть вот такие вот ограничения. И все, а завтра никогда не наступает, да, то есть мы всегда найдем отговорки, почему не сейчас, а если сейчас все же. А если сейчас, посмотрите, по 10 чаш мы выходим в состояние, смотри, да, радости, восприятия, там, смотри, любовь в нашу жизнь приходит. Давай так, давно заняла бы уже трон руководителя, победителя, собственно, кого хочешь, да, но вот в твоей как бы картине мира, да, почему-то ты должен делать мужчина, соответственно. Поэтому, скорее всего, ты будешь и его растить, и его качать ресурсами, соответственно, и будет потом ощущение, что он, когда достигнет определенной позиции, либо с тобой поделится, либо поймешь, что типа ты его самая лучшая семья, да, и, значит, мужчина голова, а женщина шея, да. И, конечно, это будет давать тебе ощущение незащищенности, потому что ты не стремишься растить личные ресурсы. Все. Расти личные ресурсы. То есть, конечно, такое, знаешь, ощущение, что головой понимаешь, бессознательно-то нет. Бессознательно тебе почему-то кажется, что если ты растишь как бы сама ресурсы, зачем тебе тогда человек рядом, да? То есть у тебя тогда функция пропадает. Пойми, что просто для любви может быть. Что-то вот такое. А ты такая, типа, любовь приходит и уходит, кушать хочется всегда, поэтому нужно прям что-то стабильное прям искать в этой жизни. Ты вот ищешь уже с ресурсами реализации, уже, уже реализованное что-то.
да и тем самым так как-то себя не особо реализуешь. Вот так. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Почему вы беззащитными чувствуете себя? Если бы мы сейчас поговорили, да, с жизнью, с миром, откровенно с собой, что бы мы хотели сказать? Мне кажется, нужно ближе, да, камень положить. Что бы мы хотели сказать сейчас? Напоминаю, что общие расклады — это подсказки. Да, за более подробными это же нужно на закрытые приходить. Там я, кстати, еще и на Монара работаю. Монара как-то это показывать запрещено на YouTube. Да и, собственно, так откровенно, как я помню, никто не читает. Но, видите, все в закрытом доступе. Не дают нам возможности работать для вас, для всех. Это значит, и не надо, знаете, дракон сейчас прям подсвечивает, кстати. Так, давайте. Что хотим сказать в нашей жизни? Как же ты меня заколебала, да? Десятка мечей. Да ничего не хочу уже, все. Я так устала, это вот звездец. Я, говорит, уже не выражу все. Я не хочу так. Мне не устраивает жизнь вообще, которую я живу. Я бы вообще все хотела переделать. А на моем языке это называется рассоздать, да? То есть я сейчас готова признать, что тот выбор, который я делала, он неудачный. Ну, мне так не нравится, я так больше не хочу. Я так больше не хочу, но не знаю как. Не знаю и не понимаю, да? Потому что есть определенные обстоятельства, обязательства, да? Есть энергия, которую тело не пропускает, потому что ему дико страшно и непонятно. Есть то, что я могу действительно жить в своей голове, но при этом как-то материально мало чего, в общем, реализую. Или реализую исключительно какой-то звездец в своей жизни, потому что больше сейчас негативно настроена, чем позитивно. Ну, короче, сейчас будем посмотреть. Что же мы еще хотим сказать в нашей жизни, да? Десятка мечей, правосудие. Ну, для многих из нас как бы ситуация, когда все, я хочу от этого всего либо отказаться, либо почему-то мне кажется, что у меня очень хреновая карма, в том числе родовая, которую я отрабатываю. И пока я родовую карму типа не отработаю или что-то еще, то есть мы себя за что-то наказываем, или жизнь нас типа за что-то наказывает. Но при этом там есть карта справедливости. Не знаю, может, вы кому-то нагадили, и вам прилетает, и вы подсознательно это чувствуете? Такое тоже может быть. Сейчас посмотрю, почему. Потому что мы такие говорим по второму варианту, вот так мне и надо, да, так мне и надо, почему-то мы говорим. А за что вам так и надо, расскажите? Ух ты. А с чем связано солнце? Оно с эгоизмом? Типа, так мне надо за мой эгоизм? Или так мне надо, потому что мне нужно заземлить и приземлить? За что вообще так мне надо? Давай посмотрим карту солнца. Видишь, чего захотела, да? Видишь, мечты какие-то. Так, солнце, да, все правильно. Мы себя наказываем, на самом деле, за наше желание проявленности. Потому что страшно. Буквально вчера тут вот с ведьмищами тут разговаривали по поводу как раз проявленности. Я не хочу рассказывать вам все эти приватные разговоры, потому что это очень лично. Я просто, тут просто на инсайте очень интересные вещи. Ну, я так немножко, да, кратенько прям пройду по поверхности, потому что это слишком ценная информация, извините, а я вас не знаю. Вы даже за меня много еще не подписаны. Это как раз о том, что все же орут сейчас про проявленность, да? Все же кричат про яркую жизнь, про жизнь как с обложки там, да? И, допустим, вы все безумно интересны, видите свои лайфстайлы и прочее, прочее. А у нас, значит, страх по большей части не высовываться. Потому что, например, когда-то этого хотели наши родители, бабушки, дедушки, но за это получили каких-то звездей, да? Ишь какая за косу оттаскали, за какого-то не знаю, Ивана замуж выдали. Сиди и, значит, не отсвечивай. И вот это, понимаете, отсвечивать и проявляться, это про эгоизм, про дурость, про инфантилизм, да, и прочее. То есть очень много негативных установок связано с тем, что я действительно могу от этой жизни взять все. Здесь еще страшно, что когда мы проявляемся, условно, знаете, как из ядра своей души, многих людей это может пугать, и они
нас начинает воспринимать враждебно, потому что, по сути, и многим как бы кажется, да, что мы выскочки. И здесь, в связи с тем, что мы очень боимся мнения людей, здесь, наверное, знаете, при чем? Вот беззащитность. Что тебя придут и накажут. Вот, что твой театр запретят, понимаешь? Что какой-то сосед пойдет и настучит, например, на тебя. Что здесь будут хейтеры, и, допустим, ты рисуешь какие-то картины, и тебе очень хотелось показать бы их миру, но ты такая, да, люди уже скажут, что некрасиво. И, значит, это выкладываешь, значит, свои картины в интернете, поскольку у тебя уже сформировано ощущение, что, знаешь, вот ты не из состояния прям изобилия, достатка, и, да, это делаешь, а делаешь, короче, состояние страха, да, что меня осудят. И, понимаешь, какая-нибудь, не знаю, женщина, вообще просто какой-то фейковый аккаунт или женщина, которая еще ни разу не реализована, она смотрит, говорит, фу, мазня. И ты почему-то замечаешь только вот эту женщину и действительно сокрушаешься над тем, что это мазня, да, и не замечаешь, там, допустим, 100 восторженных отзывов. Вот так вот мы работаем, потому что мы негатив замечаем проще и быстрее, чем что-то позитивное. Потому что мы сами про себя привыкли думать в негативном контексте, понимаешь? А что касается родовой системы, когда они запрещали нам проявляться там, да, и вот, это, наверное, про внутренний страх, потому что, может быть, им хотелось, не получалось, и подсознательно они же, знаешь, что это ставят на тебя, понимаешь? Как ту на ту лошадку. Ставят. Ну, здесь ты боишься, что ты до сих пор недостаточно хороша. Вот это мнение критиков, почему для тебя очень важно, потому что у тебя жив твой внутренний критик, а твой внутренний критик, извини, убивает все на корню. Потому что здесь, наверное, какой-то внутренний момент перфекционизма, что я не до сих пор, там, я что-то знаю нехорошо, я не готова, да меня типа обосрут, да что-то еще, да? И самые смелые планы и амбиции мы задвигаем куда-то далеко, да, и когда у нас появляется действительно энергия, чистая энергия на реализацию, потому что это то, чего хочет наша душа, короче, мы что начинаем делать, да, мы либо болеем, либо сливаем эту энергию, потому что всегда будут, понимаешь, на твою чистую энергию приходить люди, кому важнее, и они такие, ну, ты сама как бы для себя это не используешь, дай мне, да, и начинается, потому что вот эта критика, она всегда тянет энергию, да, это всегда про перетягивание одеяла на себя. Это про то, что, знаешь, иногда людям просто поговорить вот ни о чем, а тебя это начинает просто раздражать, потому что ты начинаешь воспринимать это за чистую монету. Да отключи ты комментарий, просто прекрасная картина, отключи комментарий и все. Все, понимаешь? И наслаждайся этим всем. Вот, просто кайфани, будь в процессе. Тут, знаешь, почему чувствуешь себя беззащитной? Потому что, наверное, уверенности не хватает, да? Уверенности не хватает. Давай. Как ты видишь этот мир? Давай так. Для себя сейчас, как ты видишь этот мир все же. Эту жизнь, этот мир, как ты видишь? Да прекрасно на самом деле, да? Ты видишь безграничные возможности, да? Давай так. А готова ли ты их взять? Готова ли ты их взять? Ну, говори, что да, по императрице. Берешь ли? Потому что, в принципе, это головой же, понимаешь, ты можешь это все думать. Берешь ли ты возможности от мира? Берешь ли? Ты знаешь, что ты боишься? Ты боишься эгоизма. Ты боишься эгоизма. У тебя вполне возможно есть установки, что если мне дадут, то у кого-то забирают. Так лучше у меня пусть заберут, да? Или там, чем у моих близких, вот что-то такое. Потому что нам почему-то кажется, что за проявленность нужно чем-то жертвовать. Хочешь, называй это женской силой, хоть мужской, неважно, да? Просто вот ощущение, что я прям проявляюсь.
что меня видно и слышно, что я звучу, что я существую, я есть. Давай опоры, которые, собственно, ты уже отрастил или отрастил, да, а то, что дает тебе уверенность, да, в этой жизни. Потому что у нас же расклад понять, что же делает тебя беззащитным, да, в какую же сторону там двигаться и прочее. Какие опоры уже мы отрастили? Да никакие. Никакие, потому что из материи я чуть ничего не вижу, потому что, ну, в карте звезды, понимаешь, ну, какая здесь опора может быть, что у меня есть какая-то высшая миссия. Ну, слушай, можно, конечно, на это опираться, но как тебе твоя высшая миссия поможет выдержать удары судьбы, если вдруг они будут, да? А какие-то кармические вызовы и прочее, ну, наверное, это вера, да? Это вера, что все не просто так, что я рожден под счастливой звездой, может быть. Могут ли это быть опоры на себя? Давай посмотрим, помогает тебе это по жизни или просто дает ощущение иллюзорности какой-то, иллюзии. Знаешь, дракон сейчас будет подсвечивать выход из иллюзий. М. Ты знаешь, что это не истинные твои желания, это желание твоего рода. То есть вот эта реализация, проявленность, это желание твоего рода, это, ну, твоей, смотри, родовой системы. Потому что вот то, что я о чем говорила, вот у них не получилось, им страшно, да, они за тебя держат кулачки, но при этом здесь огромное количество негативных установок, не высовывайся. Но это и состояние страха. Больше сказать не могу, потому что, извини, это уже прям совсем не для общего расклада. Я жадный дракон, я буду закрывать информацию. Так надо. Я хочу все-таки уводить знания. Это мне сегодня дали это понятие, я там рассказывала, да, что периодически я там инкогнито торчу на форумах, ну, потому что у меня есть уже такая миссия, что я где-то могу просто помогать людям, потому что это моя десятина, да, которую я отдаю. То есть мы же не только деньгами отдаем, мы еще, собственно, знаниями, да, вот чтобы был обмен. И там женщина просто очень активно жаловалась как бы на то, что там пожилые люди высасывают из нее энергию, да. Значит, это вот. И я смотрю просто, что у нее очень много осуждения, потому что она про эту бабушку, за которой ухаживает, там говорит, да она там какая-то это низкочастотная, все. Значит, ей советуют, а вы оставайтесь на своих высоких энергиях, тогда это вампирих, а вас, значит, нет. А я смотрю, что там очень много осуждения, и она говорит, да она там вот это жадная, она всю жизнь там деньги, деньги. И я понимаю, что это женщина, которая за ней ухаживает, да, ну, у нее нет вот этой реализации какой-то и бабушки, да, и она из состояния сопротивления, что она вынуждена за ней ухаживать, она еще энергию как бы теряет. И я просто написала, типа, вот обратитесь, ну, говорю, это же психосоматика, вы же ее осуждаете, а вы вынуждены на нее работать. И, то есть, как бы вы вынуждены, типа, вот такая высокодуховная с низкочастотной энергией встречаться. Вот, ну, конечно, говорю, у вас будут проблемы. Ну, в принципе, я сказала то же самое, что я сказала бы просто на раскладе вот любому из вас, кто пришел бы мне там на личную, да, с подобной ситуацией, или опять же вот на общее. Вот. А она как-то на меня что-то вызверилась, потому что не вмешивайтесь там в диалог и прочее. И я такая думаю, так, чему мне Вселенная учится? А учит? Ну, потому что я поняла, что есть люди, которым не нужно помогать, да, пусть она идет нахрен со своими проблемами, я лучше пошла в своей аудитории, как бы, да, вот, поработать. Дракон, понимаете, этому учит. Вот, дракон как бы учит тому, что мы действительно должны закрывать информацию. И здесь тоже у вас очень много открытости по второму варианту. Да, потому что миссия, вот это все, вот, чуть-чуть хотя бы закрывайтесь. Да? Потому что вот это количество энергии, которое как бы вы раздаете, да, оно притягивает еще вот тех людей, ну, которым это не надо. И вот, пожалуйста, ваши хейтеры, про которые я вам говорила, вот, да? Почему вот они? Это левые люди, они не понимают происходящее, ни миссии вашей, понимаете, ни звука, ни света, ни запаха. Они вибрационно вообще не входят, короче, никак в какой-то резонанс, да? Ну, им просто интересно, и они вот тянут внимание.
А вы от этого страдаете, потому что вам эти люди кажутся значимыми, да? И вот мы, на самом деле, почему уязвимы по отношению к жизни? Вот, пожалуйста, у нас такая классная миссия и прочее. Вот, но здесь не совсем понятно, чего мы сами хотим на самом деле. Потому что вот эта миссия проявленности– это родовая, понимаете? Это они хотят, чтобы мы проявлялись. Это вполне возможно наша родовая система дает нам эти ресурсы. Давайте проверим, наверное, эту информацию, да? А вам кажется, что они вставляют палки в колеса. Они говорят, вот я не могу проявляться, ну потому что вот все, мне это не дают. Мне либо, знаешь, говорят еще, там типа по роду не написано, или у меня какая-то карма не такая, или еще что-то, да, вот по вам почему-то вставляют, кажется, что вставляют палки в колеса, что это они перекрывают вам реализацию, как вы хотите. Потому что они говорят, ну вот, если у тебя определенный родовой сценарий, ты по нему типа должна идти, да им самим страшно было выйти, понимаешь, с него. А тебе-то надо, потому что у тебя сил, возможностей больше. Да такое бывает, тоже сейчас приведу пример. Девочка, ну, в общем, из страны, где сейчас очень сложная ситуация. И она такая говорит, вот я типа уехала, в общем, с дома, да, там сепарация от мамы. А мама сейчас говорит, типа, да у тебя типа ничего не получается, возвращайся, значит, будешь жить, короче, рядом со мной, да, ухаживать за мной, буду всем говорить, какая у меня хорошая дочь там, и будешь помогать мне, как бы и котам. И девочка говорит, я, говорит, так этим всем возмущена, потому что для меня это, ну, означает отказаться от своей жизни и от своей мечты. Но здесь не то, что, понимаете, мама для нее плохого хочет, она ее хочет уберечь. Понимаете? Вот так вот родовая система. Поэтому, если как бы вас не понимают в ваших стремлениях выйти, да, за пределы того, что вот вам условно было написано на роду, да, это именно по той причине, что не высовывайся, сиди тихонько, да, и ничего, значит, тебя не затронет. И, соответственно, чтобы не получать, чтобы не быть беззащитной перед жизнью, нужно не жить или жить вот так вот просто, понимаете, на полпальчика. Да? На полпальчика живешь, уж не страшно, а тебе же масштабов хочется, понимаешь? Давай, опоры, которые тебе необходимо отращивать. Опоры. Все, я тебе ничего не могу сказать. Вот она сила. Посмотри, какая мощная сила. Посмотри, какая сила. Все, иди в силу свою, и будет тебе счастье. Твои родовые хранители, понимаешь, будут сидеть в зрительном зале, тебя аплодировать. Да, когда ты будешь прям такие красивые перформансы. Может, песни будешь петь, может, рисовать, понимаешь, может, просто как-то выйдешь замуж за какого-то очень ресурсного человека. Короче, сделаешь то, о чем мечтали в роду, да, но этого типа не было, или они когда-то за это пострадали. Вот такая позиция. Троечки, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Ну давайте, если мы сейчас будем общаться, да, с вашей жизнью, мате, может, монолога, диалога, что бы вы хотели сказать, да, насколько вы довольны происходящим. Королева чаш, слушайте, ну вообще, на самом деле, карта-то неплохая, но вот в этой колоде она же как раз вот, она же прям про женскую проявленность. Ну, сейчас мы будем смотреть, что наша королева чаш хочет сказать. Десятка пентаклей. Слушайте, ну вот ощущение, вы действительно можете быть удовлетворены, да, тем, что дает ваша жизнь, потому что вам дается, как это сказать, да, вам дается возможность проявления потенциала, да.
То есть вы прекрасно понимаете кармические законы, типа что потопаешь, что и полопаешь. Да? Десятка пентаклей, с одной стороны, семейные карты, с другой стороны, это уже накопленный потенциал. А уже накопленный потенциал, скорее всего, еще про умение управлять энергией, да? А умение управлять эмоциями, соответственно, и понимать и разбираться в своих чувствах и эмоциях, я вас поздравляю, вы, скорее всего, либо давно с нейроведьмой, либо в терапии, да, либо задумываетесь о том, откуда типа ножки растут, а поэтому у вас нет особо сильной претензий к жизни, да, здесь, наверное, про то, что я сам понимаю или, по крайней мере, учусь управлять. Хорошо. Ну, тогда, я так понимаю, у вас должно быть все проще с опорами, но это вот не точно. Хорошо. Все-таки у нас, да, как бы вопрос, да, что мы можем себя чувствовать беззащитными, да. Давайте так, а где же вы тогда чувствуете себя беззащитными, да, перед жизнью? Где? Знаете, наверное, про что? Вот рыцарь жезлов, она же такая неплохая карта, но именно для вас я хочу почитать о том, что я сама себе защитник, да? Я сама себе защищаю, я сама себе защитник. И очень хотела, чтобы эти защитники были бы у вас, да, еще. Знаете, может быть, у вас, правда, очень сильный ангел-хранитель, да, с которым как бы налажена связь. Но это не просто ангел-хранитель, который такой, знаете, вечная крестная фея и любит вас по факту существования, потому что это ангел-хранитель, которого вы наработали, видимо, своей хорошей, ну, относительно хорошей кармой. Потому что вот здесь вот смотрите, да, рыцарь жезлов, да, как бы и король мечей. Такое ощущение, что вы правда где-то можете выходить либо сухими из воды, да, либо как-то преодолевать неприятности, ну, наверное, быстрее, да, потому что здесь вот есть определенный уровень проработанности, есть определенные инструменты, как и куда я иду и что понимаю, да, чтобы эта ситуация меня просто не расхреначила, не размазала. Хорошо, с серьезными какими-то вызовами вы сталкиваетесь сейчас по жизни? Ну, в принципе, я хочу сказать, что здесь достаточно ровно все по королю Пентаклей. Пока на данный момент ровно, да? Пока на данный момент ровно. Окей, давайте смотреть, какие же опоры сейчас у вас есть на себя. Какие опоры? Тоже, знаете, как бы по звезде сказать, что это опора, вряд ли, да, потому что как-то здесь у нас как-то, ну не знаю, ну что мы можем декориться, я хочу сейчас понять, на миссию какую-то свою, может быть. Но вам, по крайней мере, кажется, что вы на хорошем счету в жизни, да? Так, звезда, колесница. Да, у вас есть ощущение, что либо вы под счастливой звездой, либо как бы вами управляют. Это, знаете, например, когда в матрице у человека нет семерок, к примеру, ну там вот это по Пифагорейскому, по Александрову, и это означает на самом деле, что человек как свободный художник, у него нет определенной миссии по жизни. Когда семерки есть, означает, что там ангелы-хранители, это миссия по жизни есть и прочее. Вот здесь вот такая ситуация, что либо у вас правда есть какая-то миссия по жизни, если вы от нее отклоняетесь, как бы, да, то вас вот возвращают на рельс. А бывает такое, что мы ее наработали через хорошую карму, потому что здесь вот есть такое, что вам может прилетать мгновенно, потому что уровень осознанности выше. Получается, что вы сознательно можете идти на нарушение законов, да? А когда мы бессознательно идем на нарушение, прилетает, но не так сильно. А вы как бы знаете, да, и вы прекрасно понимаете, что вам нужно жить на определенном уровне, да, вибрационном. То есть на определенном этаже, да, то есть мы вот поднялись, как бы мы сильно не спускаемся, нам нельзя вообще, да, или нам как бы некомфортно будет. Ну вот видите, какие интересные опоры, да, звезда и колесница, то есть ощущение, что меня то ли сердце ведет, то ли душа, то ли что-то еще, а все-таки в материальном мире какие опоры отрастили? Я не знаю, какие вы опоры отрастили в материальном мире. Вообще, потому что верховный жрец, знание, да, колесница и звезда, вот ощущение, что вы настолько опираетесь на свои знания, представления об этом мире и законах Вселенной, да, что это является вашими опорами. То есть у вас есть определенные каноны, по которым вы живете, определенные правила, при этом смотреть тут сильно иерофант нет. И вы на это опираетесь, понимаете? Вы создаете тот мир, да, собственно, ну, по чьим законам живете. Может, правда вы создаете, знаете, для себя. Советы давайте так по отращиванию опор. Нужно что-то растить или, в принципе, нормально все? То есть вообще у нас никакие сферы жизни не проседают или что?
Давайте еще раз. Где, в какой сфере, как вы можете себя чувствовать беззащитными перед жизнью? Потому что, по сути, вы и есть беззащитны перед жизнью. Да? Вы вот просто пускаете все на состояние потока. А вы не знаете, да. А вы не знаете даже. Либо у вас просто безоговорочная уверенность в том, что вас жизнь защитит, как бы, либо вы просто не хотите туда думать. Угу. Тут бы, вот еще смотрите, какая история, ребят. Даже если все хорошо по третьему варианту, чему я прям дико по-хорошему, нет, не могу сказать, что завидую, это не то. Рада, я сейчас объясню, почему не зависть, не белая, не черная, не зеленая, не коричневая, потому что она предполагает зависимость, да, от чьей-то картины мира, что у них что-то лучше, чем у меня, соответственно, я бы хотела так же. А мне от вас точно зависеть никак не надо, извините, это не зависть. Вот, и это просто ощущение радости, какая-то тихая радость, что вы так действительно доверяете. Может быть, немножко даже какой-то внутренний сарказм у меня прослеживается, потому что я так не могу, мне действительно важно отращивать опоры. Но нам говорят о том, что, собственно, мы немножко в иллюзиях относительно своего тела, относительно материи, да, и относительно чего? Денег, да? Поэтому, скорее всего, мы будем расти с вами в материальную сферу, да? Где мы растим опоры? Да, все правильно. Да. Все. Мы растим в себе уверенность в будущем, да, это опора. Чтобы так не случилось вообще, что наш трон кто-то занял. Это финансовая грамотность. Это финансовая грамотность и, скорее всего, про то, что наше хобби должно перерастать во что-то серьезное. Если это бизнес, может, он станет им семейным, понимаешь? Какое-то вот ощущение преемственности, оно все-таки должно быть. Тут еще вопрос в том, что мы должны эти опоры сосредоточить исключительно на себе, да? Сильно там не делегировать, как бы закрывать все на себе. Для кого-то это про то, чтобы растить непосредственно уже какой-то прям личный бренд. Ладно, о том, какой тип бизнеса, зачем, во что это может вылиться, я уже не буду вам рассказывать, потому что это приватные консультации. Но мне вообще очень все видно по третьему варианту, что и как вам нужно выстроить. Как итог, давайте совет вообще, что делаем? Да, все, вы на правильном пути, да? Растим эту королеву пентаклей. Занимаемся тем, чем мы любим. Семья, значит, семья. Вы понимаете, вы все равно про приумножение. Вот если мы миссию все-таки с вами смотрим, да, слушайте, ваши опоры – это про то, что вы четко понимаете, что куда вы направляете энергию, вы то и приумножаете. Вот как-то так. Но вам такое ощущение, что прям на самом деле потенциал на управление энергией огромный, но как-то материальный мир сильно не интересен. Что-то тут как-то так интересно по третьему варианту. Все, с вами была я, ваша нейроведьма.